Как поставить человека на место? Если у вас внутри возникает такой вопрос, то очевидно, что вы переживаете взаимодействие с каким-то человеком как то, что нарушает ваши границы. Я сказала, что вы переживаете, потому что, на самом деле это может быть в реальности, так вот в реальной внешней реальности, или это может быть в вашей внутренней реальности. Вот здесь нужно разбираться. И когда мы говорим о том, как коммуницировать с другими людьми, как что-то менять в этой коммуникации, всегда важно работать на двух уровнях. Первый уровень – это уровень буквальный или уровень межличностный, и он состоит в том, чтобы знать, какие слова говорить, как себя вести, что делать. То есть это внешний уровень, который условно можно снять на камеру, да. И есть уровень внутренний, символический. Вот давайте на этих двух уровнях рассмотрим ситуацию, когда у вас есть ощущение, что кто-то нарушает ваши границы, вам хочется поставить человека на место, как это сделать. На уровне буквальном, внешнем, есть очень хорошая формула, как вы отвечаете. Она состоит из следующих блоков. Первое. Вы называете то, что человек делает, да, что он говорит или что он делает. Дальше называйте свои чувства, что это у вас вызывает. И следом сообщаете, третий блок сообщаете, как бы вам хотелось, да, или последствия, если он будет продолжать это делать, какие будут последствия. Например, вы решили обучаться на психолога, да? Это часто я вижу, это у наших студентов. И вам кто-то из друзей говорит о том, что, слушай, вы сообщаете, что вот я решил стать психологом, решила, а вам, например, подруга, как когда-то мне, говорит, ой, сколько этих психологов уже развелось, да? И в этот момент вы чувствуете, полное обесценивание вашего выбора, у вас руки опускаются, потому что и так у вас много сомнений, вы решились, это сложно, да, пойти в новую профессию, изменить свою жизнь, вы как-то собрались это сделали, и тут вам близкий человек раз, и так вот сверху, да, как прибил. И в этот момент, это нарушение границ, нарушение определенное, да, в этот момент вы можете сказать следующее, да, вот если по этой формуле пройтись, что когда ты говоришь, что вот уже этих психологов развелось, да, то есть вы обозначаете, что человек сделал буквально, сказал, да. Дальше. Что вы почувствовали? Когда ты говоришь, что вот сколько этих психологов развелось, я чувствую, например, обесценивание моего выбора. Да? Здесь вы подставляете то, что вы в реальности почувствовали. Или мне становится очень обидно, или я чувствую какое-то бессилие и сомнение в своем выборе, и мне сложно это. В общем, описывайте свое состояние и дальше говорите о том, что бы вам хотелось. Например, мне было бы очень ценно от тебя услышать поддержку, что я справлюсь, у меня все хорошо будет и так далее, у меня есть способности. Или говорите, если ты будешь продолжать так обесценивать мой выбор, я просто буду меньше с тобой делиться тем, что происходит в моей жизни. Вот такая формула, еще раз, универсально, работает всегда и со всеми. Нужно потренироваться. Иногда в каких-то ситуациях, где идет сильное нарушение границ, вы можете замирать. И вам, не то что сложно, да, вот такое вот произнести речь, а вы вообще, только постфактум можете осознать, что случилось. В моменте вы замираете. Я записывала на эту тему видео, у меня есть на канале недавно, поэтому можете переслушать его, там более подробно я рассказываю. Но если коротко, если совсем сложно в моменте все это воспроизвести, да, такую конструкцию сложную, хотя бы в момент верните свое тело, то есть сделайте, вы можете вот так вот потереть руки и так далее, то есть каким-то образом соприкоснитесь со своим телом, это уже будет вас возвращать в ваши границы, как промежуточный такой этап работы. Это уровень, еще раз, буквальный, внешний, межличностный, да, то есть то, что можно снять на камеру, то, что вы говорите, то, что вы делаете в этой ситуации. Но этого уровня сильно недостаточно для того, чтобы, действительно наладить, как-то укрепить свои границы. Поэтому важно подключать второй уровень, это уровень внутренний или уровень символический. Что это значит? Это значит, что мы смотрим на ситуацию, как будто это ваш сон, да, или как-то ваша внутренняя реальность. То есть и вы, которая ощущает, что нападают на ваши границы, и внешне, например, ваша подруга, которая, как вам кажется, это делает, это все ваши внутренние фигуры. Да, мы смотрим вот с такой точки зрения. Это и символическая точка зрения, когда вы смотрите на внешний, как на свой внутренний мир, как на свой сон.
Все, что происходит, это и есть вы. И вот этот уровень, он, конечно, сложнее, объемнее для работы, но он служит для того, чтобы в дальнейшем внешние ситуации не воспроизводились. Потому что вы одного человека на место поставите, у вас, знаете, как голову отрубили, а на ее место 3. Да? И вот, чтобы этого эффекта не происходило, вы вечно не тратили свою энергию на борьбу с этим, да, важно внутри это тоже поменять, этот сценарий, который рождает вот такие внешние ситуации. Каким образом? Здесь хорошо, ну, понятно, поработать с профессиональным психологом – это самый лучший выход всегда. Что можно сделать самостоятельно? Техника пустого стула. Когда вы берете 2 стула, ну, желательно, чтобы в квартире, в доме, ну, особо никого не было, чтобы вы, ну, не думали, что кто-то это будет слышать, как-то не пытались, да, на этом, ну, не уводили туда свое внимание. Вы берете 2 стула, на один садите себя, на другой садите как будто бы, ну, например, вот если взять ситуацию, которую я выше разбирала, на один вы садите себя, на другой вы садите, ну, воображаемо, да, вот эту подругу, которая говорит: о, сколько уже психологов развелось, да. Вот, и вы садитесь на свой стол и начинаете ей говорить что-то. Не надо заранее готовить, то есть вот в моменте вы представляете, что она сидит напротив вас, и вы ей просто говорите что-то. Вот в потоке что идет. Говорите до тех пор, пока не иссякнет внутри. Дальше вы меняетесь местами, и вы как будто бы садитесь, становитесь, да, вот этой подругой, и уже от ее лица, с ее места, и буквально пересаживаетесь физически, да, на ее стул, и с этого места смотрите на себя, да, и отвечаете себе. Тоже в потоке, что идет до тех пор, пока все это внутри не иссякнет. Потом меняетесь местами, и так до тех пор, пока есть что сказать. Вы это хорошо почувствуете. Вот. И дальше, ну, это такой диагностический материал, который поднимает внутренний конфликт. Вы лучше понимаете свой внутренний конфликт, который отзеркаливает вот эта реальная подруга уже вовне, или, ну, реальный другой человек, да. Дальше хорошо бы этот материал, ну, если вы работаете с психологом, обсудить, если нет, хотя бы записать. Вот ручкой желательно, ну или хотя бы на компьютере, то есть как-то это зафиксировать, еще раз пройтись. Вот то, что поднялось у вас во время упражнения «Пустой стул». Дальше ваша психика начнет это перерабатывать, какие-то будут сновидения, какие-то будут, в общем, ну здесь уже вопрос, вот это упражнение, оно запускает внутри процессы соединения этого внутреннего конфликта. Очень часто мои клиенты говорят про то, что дальше, ну и клиенты наших уже психологов, наших студентов, говорят о том, что дальше снятся какие-то сны, например, про то, что вот недавно, да, мне рассказывали сон на мастер-классе, что приснился, что раньше вот 2 собаки, они были, ну, такой, как перегородка между ними была, да, они жили в квартире, а во сне эту перегородку убрали, и эти собаки начали друг с другом как-то общаться, и такие стали более послушные, какие-то более красивые и так далее, да, то есть вот такой вот, ну, сон, который показывает через какие-то образы соединения, да, преодоления этого конфликта. Еще, кроме этого, вы можете задать себе вопрос, где, когда, с кем я веду себя похожим образом, как вот эта подруга со мной. Да? Обязательно вы увидите эти зоны, они есть. Может быть, сразу вспомните, может, потом вам придет, да, воспоминание. И подумайте, из какого состояния вы ведете себя таким образом, да, какое чувство заставляет вас вот так себя вести. Это тоже, ну, хороший такой способ связаться вот с этой своей частью. И прорабатывая внутри этот конфликт, еще раз, вы увидите, что внешне ситуации, где вам хочется кого-то поставить на место, где вам кажется, что на вас нападают, нарушают ваши границы, таких ситуаций станет сильно-сильно меньше. А те, которые останутся, вам не будет сложно в этой ситуации собраться и сказать нужные слова. Ну, мы с вами уже проговорили в начале видео, каким образом вы формулируете ответ.